Всем привет, меня зовут Вика. И сегодня давайте посмотрим, какие же события вас ждут с минуты на минуту. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, конечно же. Итак, смотрим, что сейчас у вас происходит в жизни, как всегда. А потом посмотрим, что у вас грядет с минуты на минуту. Так. Боже, какие у вас агрессивные энергии. Что ж вам так больно сделали? В общем, смотрите, мальчики, зайчики. Очень сильно вас обидела женщина. Причем обидела она давно. Эта обида не свежая. У кого-то, может быть, уже годы даже прошли. Много лет, может быть. Но эта боль, эта рана у вас еще жива до сих пор. Вот настолько вы потеряли веру в женщин, вернее, в настоящих женщин, в то, что бывают женщины порядочные, верные, в то, что вообще можно будет построить нормальную семью, нормальные отношения с новой женщиной. Вы считаете их всех корыстными, продажными, коварными. Ну, то есть, у вас такие сейчас негативные вот мысли вас одолевают. Вы даже как-то, вот некоторые из вас могут даже сказать, что не с кем даже отношения построить, да? Вот серьезные отношения не с кем, где их взять, да, вот, нет, не встречаются порядочных женщин. То есть у вас настолько такой вот негативный негатив у вас в жизни по отношению к женщинам. Хотя с другой стороны, да, вы очень хотите какую-то женщину иметь. Но у вас вот эта психотравма, вас настолько глубоко сидит, что вы с этим ничего не можете поделать. Так, работа. Вот вы сейчас больше заняты работой. Работа, вот какие-то у вас сейчас в жизни страдания, переживания. У кого-то из вас может проигрываться еще вот такая вот ситуация выбора. Это может быть связано с чем угодно, и по работе, и в личной жизни. Вот это у каждого будет проигрываться своя ситуация. Но какие-то вот у вас сейчас могут быть размышления. Может быть, кого выбрать, может быть, заводить какой-то женщиной отношения или нет. Может быть, выбор среди двух женщин, выбор среди двух работ. Ну, то есть, вот какие-то у вас будут в ближайшее время такие вот колебания, обмозговывание каких-то ситуаций. В вашей жизни в ближайшее время, значит, грядет новая женщина, новые отношения. Причем с этой женщиной вы будете общаться сначала, вот, может быть, знаете, с помощью звонков, переписок. Инициатором знакомства, скорее всего, вы будете, несмотря на то, что сейчас женщины сами могут и познакомиться, и все сами сделать, да, как шутят по этому поводу. Женщина сделает все сама, главное не сопротивляться, да. Вот. Но здесь скорее будете вы инициатором, женщина вам понравится. Она очень привлекательная, такая вот ухоженная. Женщина одинокая будет на тот момент. Посмотрите, она будет, да, она тоже, как и вы, эта женщина будет вся в работе. Вот на момент вашего знакомства она вся в работе будет зарабатывать. И тоже какой-то период было вообще не до личной жизни. Вот она была одна. Но с вашим знакомством, вот с вашим приходом в ее жизнь, у нее тоже начнется совершенно другой этап, светлая полоса жизни. В этом вы с ней сойдетесь. Так, что еще у вас грядет? Так, у вас, знаете, по жизни начинается очень какой-то активный период. Кроме того, что у вас, вот у кого-то проиграется, что налаживание личной жизни, да, вот вы повстречаете новую женщину, также у кого-то из вас может проиграться какая-то либо же прибыльная работа у вас появится, вот какие-то денежные поступления. Плюс у вас начинается очень хороший такой, знаете, вот активный период.
Кто хочет там, может быть, новое дело открыть или перейти на другую работу. Но чем-то таким вот заняться, какие-то свои замыслы. Очень хороший и активный период. Вот если вы поставили какую-то цель перед собой, даже вот в плане работы, там, заработка, то будет в ближайшее время хороший, очень благоприятный этап для этого. Так, да, вот личная жизнь, видите, вот в раскладе у нас идет акцент на личную жизнь. Вот после вашей башни, после разрушения, после периода, который у вас был, у вас, посмотрите, как очень четко видно, начинается период радости, любви, период новых отношений, новой женщины. Причем женщина серьезная, женщина такая с самообладанием, хорошая, такая с характером она. Женщина у кого-то может даже проигрываться на руководящей должности. Не пугайтесь, мужчины, это не так страшно, как вы думаете. Это не значит, что она будет руководить и вами. Это совершенно так не значит. Потому что очень часто мужчины боятся, да, думают, а вот если она начальница, то это все будет застраивать. Нет, далеко не так это бывает. Так, что еще вас ожидает? Да, посмотрите, очень хороший благоприятный период. Причем у вас может даже, знаете, у кого-то из вас возобновиться общение с человеком. Вот кто из вас находится в ссоре, я не беру тех, кто уже 100 лет назад разошлись. Вот именно те, у кого были какие-то, может быть, ну, незначительные конфликты, вот какие-то недоразумения, терки с женщиной. У вас должно быть примирение с этой женщиной. Потому что, вот знаете, наступит, может быть, такой момент, когда вы осознаете, что вы не можете без нее, и вы сделаете шаг к ней. Может быть, напишите, позвоните, да? Еще раз говорю, это касается тех, кто, ну, не так давно, может быть, поссорился, там, либо же разошелся временно. Вот вы все-таки поймете, что, ну, тянет к ней, но не могу без нее, да, вот хочу к ней. И все-таки вы будете пытаться ей звонить, писать, мириться, но сейчас вы на расстоянии с этой женщиной. Так. Также будьте внимательны. У вас может проигрываться в жизни вот ситуация, когда кто-то обманет. Это может быть и по работе, это может быть в любой сфере. То есть будьте внимательны к своему окружению. Давайте уточним все-таки, вот, с чем это связано. Так, обман. Вот знаете еще что? Интересно. Кто находится в отношениях, либо же даже у кого завяжутся новые отношения, может проиграться ситуация, что доброжелатели, в кавычках, могут какие-то пакости вам делать. Вот завистники, да, вот просто люди, которые видят, что у вас все хорошо, у вас все наладилось в личной жизни, могут говорить гадости, могут наговаривать. Поэтому будьте внимательны, фильтруйте все, что вам говорят, тем более касательно вашей женщины. Потому что могут наговаривать, что вот она такая сякая, могут даже говорить вплоть до того, что она изменяет тебе, но это неправда. Вот если вам скажут за новую женщину вашу, либо же за женщину, которая у вас есть, что она такая сякая плохая, это будет стопроцентное вранье. Это вам такое маленькое предупреждение. Не ведитесь на это, потому что сейчас вокруг очень много завистников. Люди могут наговорить всякие гадости, понимаете? И если вы на это поведетесь, то вы сам себе навредите, сам себе враг окажетесь. Женщина очень хорошая, еще раз говорю, женщина, которая идет в вашу жизнь, очень хорошая, чистая, порядочная. Но доброжелатели, как я говорила, могут вам что-то такое сказать, либо же сделать, как-то подставить вас. Сделают этим самым вам очень больно, если вы поведетесь. Вы в это можете поверить и будете вот просто будете с ума сходить от того, что делать дальше, неужели снова предали.
Не ведитесь на это ни в коем случае. Фильтруйте всегда, потому что зависть, она есть. В это некоторые не верят, но это есть 100%. Поэтому, дорогие мужчины, не упустите свое счастье, потому что вам могут злоумышленники попытаться разбить вот это ваше счастье, ваше новое счастье, которое появится в вашей жизни. Фильтруйте. Вообще вот по жизни старайтесь фильтровать все. Потому что, знаете, бывает самый ближайший друг, ближайший враг. Это очень часто. Да, конечно, бывают настоящие друзья, я не спорю ни в коем случае. Но очень часто ближайшее наше окружение, оно ставит палки в колеса. Тем более, если вы успешный, если у вас все хорошо в личной жизни, там по деньгам, да, обязательно найдутся какие-то злопыхатели, которые будут ставить вам палки в колеса. Никогда не ведитесь на это. Вот. Поэтому я вас предупредила. С деньгами все должно быть у вас, в общем-то, хорошо. Хотя сейчас, знаете, у кого-то из вас может проигрываться, что вам либо же не отдадут деньги, либо вы не получите какую-то сумму денег. Может, вам задолжали за что-то, либо же вы заработали, а вам еще не отдают. Сейчас у вас страх и опасения, что все, деньги пропали, вы их не получите. Но вы должны их получить. Кто-то, может быть, даже... У кого-то, может быть, придется выбивать деньги. Это тоже не исключено. Но деньги вы должны получить. То есть, в принципе, довольно неплохой период у вас начинается. Единственное, вот я вас предупредила, будьте осторожны, фильтруйте то, что говорят и делает ваше окружение, потому что доброжелателей тьма тьмущая. Не упустите свое счастье, и к вам идет, в принципе, очень неплохая женщина. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!